Всем привет! И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат. 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей. И вместе для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей. А все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в термине сообщения напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение, будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега-дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега-дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать. Все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь. И тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займемся. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Всем доброго вечера. Начинаем новый стрим. Небольшая рекламная вставка. Прямо сейчас у вас на экране группа ВКонтакте.
Если вдруг вам нужно купить биты, а когда я говорю биты, я имею в виду небольшие звуковые файлы для своего творчества, то просто переходим по ссылке под видео и качаем эти самые биты. Цены отображены на экране, и, на мой взгляд, цена небольшая. Если вдруг нужного вам бита нет, то просто обращайтесь к владельцам группы, и они делают нужный вам бит, и вы получаете все то, что вам нужно. Если вы занимаетесь подобным творчеством, то на всякий случай просто возьмите и занесите эту самую группу в контакт. Куда-нибудь в закладки, чтобы при случае, при необходимости можно было ее найти и воспользоваться услугами владельцев этой группы. Вот, собственно, и вся рекламная пауза. Лично от меня мне вам сказать особо нечего. Поэтому давайте сразу перейдем к вопросам, которые вы мне задавали. Все время забываю протестировать, проверить. Но сейчас протестировал, проверил. Можете писать все, что вам захочется сказать, пожелать возразить на Ютубе и ВКонтакте. Все это я увижу и, может быть, даже прочитаю. А может быть и нет. Все от того, что напишите и тому подобное. Итак, первым вопросом, который прислали целых 5 человек, было, даже не знаю, как назвать. Ну, если коротко, то теннисистка Касаткина призналась, что она ЛГБТшница. И если честно, я не понимаю, а что здесь вообще обсуждать. Касаткина взрослая девушка, совершеннолетняя. Взрослая, совершеннолетняя. А мое мнение, что если два взрослых человека по обоюдному согласию решают заняться сексом друг с другом, без какого-либо принуждения, без какого-либо фонового оформления, типа, а давайте мы выйдем с флагом на площадь в нашем городке, и там постоим, что-нибудь критикуем, то почему нет? Какая разница? Если честно, про существование Касаткина я узнал после того, как прислали эту новость. И жизнь моя изменилась никак. Лично мне нет никакого дела до этой самой Касаткиной и до каких-либо еще спортсменов, музыкантов, обычных инженеров, строителей, кто предпочитают не общепринятую, а
свою однополую любовь. Пока данные персонажи не выходят с какими-то транспарантами, не начинают агитировать, что надо сделать так, надо сделать вот так, лично мне нет никакого дела до них. Хотят, ради Бога. Не хотят, ради Бога. Это лично их дело и их партнеров. И какой-либо новости в этом я не вижу. С той лишь разницей, что если допустить, что это Касата на самом деле предпочитает однополую любовь, то хочется пожелать ей удачи в жизни и позавидовать о том, что в отличие от тысячи миллионов окружающих ее персонажей, у нее хватило смелости. А большинство, которых, скорее всего, занимаются тем же самым, но предпочитают, а давайте почему вот это, а давайте почему вот так, а это нельзя, а это неправильно, это не так, это не сяк. Но как только стемнеет, бегут к своему партнеру. Завершая эту новость, хочу рассказать один старый советский анекдот. Анекдот такой. СССР – единственная страна в мире, где пидорасов в 1000 раз больше, чем гомосексуалистов. И как мы выяснили, среди моих зрителей 5 пидорасов есть. Ну да ладно. Следующая новость – это Государственная Дума Российской Федерации разрабатывает закон о возврате денег, которые украли мошенники. То есть, если говорить простым русским языком, если вам позвонили, кто-то представился в службу безопасности вашего банка, заговорил вам в уши, сказал сообщить вот такие-то данные, перевести деньги вот сюда, и тогда через какое-то время вам их обязательно вернут, потому что они будут лежать на специальном счете в специальном банке, а вот мошенникам они не достанут. Вот именно сейчас мошенникам эти деньги не достанутся. Даже если вы сами лох педальный и перевели эти деньги по простому телефонному звонку. Если, разумеется, этот закон будет принят. Просто после того, как банк обязуется вернуть все эти украденные деньги, чтобы эти деньги не украли, ему придется поменять 2/3 своей службы безопасности. И бывшие майоры ГАИ, подполковники пожарной охраны и прочие персонажи, которые занимают места только потому, что у них есть погоны, вернее, были в недалеком прошлом, будут поставлены перед фактом: либо делаешь так, чтобы деньги больше не воровали, а делать это они, скорее всего, не умеют, либо просто-напросто пишешь заявление: прошу уволить по собственному желанию. А на его место будет взят уже кто-то более разумный, более профессиональный, который сделает так, чтобы за вашим счетом был установлен более четкий надзор, и вы не смогли эти деньги куда-то там перевести без какой-либо уважительной причины. Как это будет выглядеть, давайте лучше обсудим потом, когда закон будет принят.
Потому что то, что он будет принят, еще не факт, что он будет принят. Поэтому разработка подобного закона вещь хорошая, но как оно заработает, так будет и известно. А сейчас следующий вопрос. Следующий вопрос звучит примерно так. Судьба подполковника Селиванова. Кто такой подполковник Селиванов, я понятия не имею. Но пришлось зайти в интернет, и там выяснилось, что я не знаю. Министр обороны был. Красноярский был. Казак был. Единственное, что я нашел по этому вопросу, это охи, ахи, вздохи и что-то тому подобное в Телеграме. Рассказывают, что этот самый ППК Селиванов был прям такой, ну прям вот такой, прям у-у-у какой. А тут раз и вроде как бы его арестовали. А за что арестовали, не сказали. И все прям вот резко обеспокоились за его жизнь. Потом прошла информация о том, что арестовать его арестовали, но посадили под домашний арест. Но без телефона, без компьютера. И что и как дальше происходит с этим самым Селиваном, я понятия не имею. И в очередной раз напоминаю всем тем товарищам, которые отправляют мне вопросы, темы и все такое прочее. Вот вы это отправили, а подумайте, знаю ли я, про что стоит говорить. Нет, если у вас есть какой-то вопрос про какую-то знаменитость, которая на самом деле знаменитость, не в каких-нибудь узких кругах, а знаменитость, которую все знают. Это... А если вы пишете про какого-то неизвестно кого, да, вы его знаете, знаете хорошо, может быть не лично, может быть читали какой-нибудь дураграм-канал от его имени, еще что-нибудь подобное. Но если вы хотите, чтобы был дан развернутый ответ именно по вашему вопросу, ну напишите немножко побольше. Напишите предысторию. Я не прошу писать там целые сочинения на 25 листов формата А4, исписанных с двух сторон. Просто напишите, что вот был такой персонаж. Там-то и там. Проводил такую-то и такую-то деятельность. Случилось то-то и то. Почему это случилось? Зачем это случилось? Кому это надо? Кому это не надо? А так, судьба ППК Селиванов. Как выяснилось, простое гугление показывает, что этих ППК Селивановых есть Игори, Василий, Алексеи, Олеги и прочие, прочие, прочие. И все они где-то, что-то, как-то сделали так, что про них написали в интернете. Про которого из Селивановых вам рассказал. Про атамана какого-то казачества, про гаишника, про министра обороны Украины. Про кого?
Уточните в следующий раз, чтобы не было вот таких вставок. Ну и в завершении, достаточно громкая тема. 3 пивных болельщика в Нижнем Новгороде наказаны. Сразу хочется сказать, что 3 пивных болельщика в Нижнем Новгороде пока не наказаны. Но, в принципе, чего говорить? Вот давайте посмотрим сначала небольшое видео. А что это за хуйня, блин? Это сахар, ты домой купил? Ну, у меня мама сахар попросила купить. Нет, это мы не будем трогать сахар. А меня Тебя уже хуй появились. Нет, просто снимай, слышь? Братан, а ты левой идеей Фотку подбегаешь? сделай с ним одну. Ты как думаешь, типа либералы Пусть. нормальные парни? А? Да не дружи, что так? мне страшно. Ты за либералов? Отпустите его домой, да, по-братски? Пожалуйста. Не, ну Хорош, да, блядь? Не, слышь, Мне подожди. 14 лет. Тебе 14 лет, Да, ты что? мне А ты уже пидор, посмотри. Блять, ебать, я не знаю уже нахуй, что Да, Тара! Хорош! Да ну нахуй, да ты чё, еб... Ты снял, да? Блять, сейчас... Мага, бро. Я видел. Вань Тарасова. Его поступок я не одобряю. Я хочу попросить за него извинений перед родителями этого мальчика. Ваня сейчас находится в отделе полиции, как вы хотели, чтобы он отвечал по закону. Наушники вернули после того, как в сети появилась моя личная информация, все мои личные данные. На меня посыпались не только угрозы, но мои данные дали во всех микрофинансовых и по всем банкам. Пытались взять на меня, оформить какие-то кредиты. Мне идут одни угрозы по сей день. То, что приедут со мной, разберутся. Ночью уже приезжали, разбирались. Я как бы в этой ситуации его не оправдываю. Я против этого всякого насилия и всего. Но при чем тут я? Вы, люди, которые занимаетесь вот этим вот уже все это время со вчерашнего вечера, я, как говорится, пали ниже плинтуса, даже ниже его. Занимаетесь тем же. Выгораживая одного, вы гнобите другого. И гнобите еще жестче, чем... Ну вот что мы увидели на этом видео. В первой части 3 пьяных имбецила нашли человека, который может оказать им достойное сопротивление, с которым можно втроем на одного побороться. На голову меньше всех пьяных имбецилов, младше почти на 10 лет. Ну прям вот да, такое. Нужно до него докопаться. Докопались. Во второй части видео мы видим маму того самого придурка, который рыжего пацана просто взял и швырнул на... Но вот если честно, я вот что-то вот как-то не увидел того, что она сильно переживает за сына. А я увидел, знаете, вот это украинское «а нас за счет». Ну да, я не одобряю поступка своего сына. Ну а я-то при чем? Зачем мне там в какие-то банки, куда-то чего-то, там эти кредиты за меня брать, еще там чего-то. То все. Кстати, сына она сама сдала в милицию после того, как адрес слили, и начались уже и звонки, и смски, и пешие приходы домой. Ну, наверное, как-то можно было предположить, что если воспитала сына дебила, то рано или поздно этот сын дебил сделает что-то такое, за что тебе прилетит ответ. Нельзя было как-нибудь его 10, 12, 14, 15 лет убедить в том, что вот так делать нехорошо. А давай мы тебя отлупим, а давай мы тебя поругаем. Или, как это положено, уси-пусь, ой, там, ну ладно, ой, ты такой, да, ой, ну ладно. Ну, сыночка маленький, ну да,
Ну, подумаешь, какого-то рыжего там обидел. Ну ладно, что такого? А пришла ответка. Ой, а я-то что? А я при чем? Пока я не увидел информации о том в интернете, что все трое персонажей задержаны. Но самый сильный, самый смелый уже в трюме. Сейчас с ним поговорят следователи. И думаю, примерно через 10 минут в кабинет к следователю принесут еще пачку бумаги, на которых этот самый сильный и смелый будет расписывать о том, что он совсем не то имел в виду. Это все проклятый алкоголь. А вот, да, вот друзья, да, вот они подбивали, подначивали. А дебилы это зараза. Ладно, допустим, эти три дебила по пьяной лавочке не сообразили о том, что они совершают какое-то правонарушение. Но вот объясните меня, зачем? Вот вы хорохоритесь, делаете что-то противозаконно. Зачем все это снимать на телефон и зачем все это выкладывать в интернет? Сейчас, например, следователю уже совсем не надо ничего доказывать. Уже все есть. 3 больных на голову алкаша сами вместо чистосердечного раскаяния сняли все на видео, выложили в интернет. Смотрите, пользуйтесь. Да, нашелся какой-то гражданин, у которого есть данные, ну, по крайней мере, одного из этих персонажей. И он эти данные просто-напросто взял и слил в сеть. И понеслось-поехало. Один точно получит какой-то срок. Небольшой. Но получит. Но остальные, все зависит от первого. Как красиво он про всех остальных расскажет. Поэтому хочется как-то по-простому немножко сказать. Если вы совершаете какой-то поступок противозаконный, аморальный, безнравственный, не надо все это снимать на видео. Человек на следователя 5 лет учился. А вы все эти 5 лет просто берете и обнуляете. Потому что пока мама пострадавшей стороны идет и пишет заявление, другие уже находят вас, выкладывают данные, ваши родственники получают люлей. Это вот хорошо то, что из народных мстителей не нашлось тоже какого-нибудь одаренного на голову или альтернативно одаренного. Почему бы, например, кому-то не прийти и не кинуть в вашу маму кирпич? Да, это нехорошо. Ну, с другой стороны, это альтернативно одаренное создание найдет 1001 обоснование, что это сделать может. Что он якобы будет каким-нибудь народным мстителем. Об этом никто не думал. То, что вы рано или поздно совершите подобный поступок, это никак не обсуждается, потому что если человек дебил, то это навсегда. Даже если его заставить прочитать всего Карла Маркса и всего Циолковского с Курчатов, от корки до корки, умнее он не станет. Все равно, как был дебилом, так дебилом не останется. Если считаешь, что можно толпой налететь на одного заведомо более слабого,
И это будет, смотрите, какой плюс, какой я сильный, какой я храбрый. Ну вот теперь будет отличный повод показать, какой ты сильный, какой ты храбрый. Судя по тому, что 23 года детенышу, ну, который кинул рыжего на землю, пойдет уже на взрослую тюрьму. Ну, подождем оглашения приговора и посмотрим, как он там проживет и вспомнит ли кто-нибудь потом про него. Ну а теперь переходим к киносериальной части, потому что вроде как со всеми вопросами разобрались. Когда решил посмотреть это кино, а сегодня будет именно обзор небольшого кино «Серый человек», я думал, что будет какой-нибудь, ну, такой себе. Так, посмотреть один раз и забыть. Да, есть хорошие, интересные актеры. Капитан Америка, Райан Гослинг, по-моему, как-то так его зовут. Описание фильма на Кинопоиске и прочих там системах я уже не читаю по той простой причине, что, например, к этому фильму было описание, что бывший сотрудник ЦРУ поругался со своим хозяином и стал одним из самых лучших киллеров. А другой киллер, опять же от ЦРУ, начал его ловить. И вот они ловились 2 с лишним часа, и поэтому надо посмотреть это кино. Вроде как бы все правильно, но вроде как бы оно и не про этот фильм совсем. Сюжет закручивается, вернее, начинается в тюремной камере. Сидит урка, напротив него дядька в костюмчике, и предлагает: слушай, дружище, тебе сидеть и сидеть. Через 50 лет только на УДО сможешь подать. И то вряд ли. А вот давай, я выйду, ты выйдешь вслед за мной, но за это придется поработать в ЦРУ. Будешь решать наши вопросы. Далее идут титры 20 лет спустя. И нам показывают спецагента 6. Позывной такой, которого отправляют в какую-то совсем другую команду, чтобы он разобрался с каким-то криминальным лидером. По данным, этот самый криминальный решил продать секреты Родины, и нужно грохнуть его до того момента, как он продаст эти самые секреты. Но получается так, что выстрелить не получается, потому что рядом детеныш, и он может пострадать, а наемный убийца ЦРУ не стреляет, когда есть возможность ранить какого-нибудь детеныша. И поэтому номер 6 включает сигнализацию пожарную и потихонечку догоняет свою жертву по дороге, по одному вырезая его охрану. И вот начинают драться на какой-то там статуе, и выясняется, что нужно убить номеру 6 номер 4. А номер 4 узнал кое-какие данные про лидера тоже ЦРУ, не хочет эти данные слить.
Но номер 6 все-таки добивает номер 4, берет флешку, и начинается самое интересное. После того, как было пару попыток его отловить, один спецагент просит, чтобы в его команду прислали Капитана Америку. Потому что, ну да, отмороженный, да, псих, даже психопат. Но он всегда делает то, что нужно сделать. И получаем такую драку Гослинга с Капитаном Америки. Когда я говорю драку, я не имею в виду, что встали и подрались на кулачках. Гонки есть, стрельба есть. Причем такая стрельба, что, я не знаю, последний раз я такую стрельбу где-нибудь в конце 90-х в боевиках видел. Описывать кино, ну, оно 2 часа идет, пересказывать его не буду. Но просто когда вы уже все, вот, подготовились, ага, вот сейчас будет вот это. Потому что любое кино, оно идет по сценарию, а сценарии они все одинаковые. И как только вы подумали, что вот, прям вот все будет вот так, оно хопа и становится вот так, а не это. Только-только привыкли к новому повороту, раз и новый еще один поворот. И вот это кино, оно просто держит вас в напряжении до самого-самого конца. Смотреть интересно. Если честно, я, не читая описание, почему-то думал, что Капитан Америка будет положительный герой. Но он получился героем отрицательным, причем не просто отрицательным, а супер-пупер-мега отрицательным. Кроме того, что он, этот мега отрицательный герой, и Капитана Америка играет один и тот же актер, ничего общего, но вот эта фишка, то, что мы все привыкли видеть Капитана Америка и знаем то, что он умный, смелый, сильный, хороший, положительный, с большой буквы. А здесь он просто, ну не просто псих, а на самом деле больной на голову психопат. Убить, застрелить, да и убить, застрелить. Что такого-то? Поэтому, если есть свободные 2 часа, посмотрите это кино, и если любите боевики, которые снимали в 90-х годах, то вам, скорее всего, это кино понравится. Ну, нету как-то вот этой ЛГБТшницы, где все такие, они такие, а где все такие, они все такие. Да, есть латиносы, негры, негритянки, и положительные, и отрицательные. Но общее впечатление, что если не брать спецэффекты, там еще что-то, вот именно сам сюжет, что кино из святых 90-х. Тогда все было как-то немного проще. Был хороший герой и плохой герой. А если это боевик, то беготня и стрельба на 2,5 часа. И здесь не 2,5, 2 часа, но беготня и стрельба, причем качественная, интересная, будет прямо практически от начала до конца. И, наверное, это единственное кино, которое я с удовольствием 10 баллов из 10 поставлю. Потому что, ну, как-то так вот не получилось мне найти каких-то крупных недостатков. Есть кое-какие нестыковки, ну, это... Потом через полгода появится «Серый человек», расширенная версия,
для эти нестыковки делать. А пока смотреть интересно. Поэтому в очередной раз порекомендую вам посмотреть это. Ну а те, кто пока не начал смотреть кино, сообщаю, что увидимся с вами через 4 дня. Переходим на Бусти, подписываемся и задаем сколько угодно вопросов, сколько угодно тем предлагаем. Либо просто воспользуемся донатной ссылкой. И там все то же самое. Но чуточку дешевле и немножечко попроще. Но выгоднее все-таки на Бусти. Все, всем пока. Увидимся через 4 дня.